Ты очень хорошо умеешь быть в порядке. Это стало для тебя почти искусством. Кто-то причиняет тебе боль резким словом, предательством, разочарованием. И еще до того, как слеза успеет сформироваться в уголке глаза, ты уже улыбаешься, ты уже простила их, ты уже нашла этому объяснение. Они не хотели, они просто устали. Это не так уж и важно. Ты глотаешь обиду так быстро, что даже не успеваешь почувствовать ее вкус. Существует доля секунды. Тот самый момент сразу после удара, когда твое тело хочет отреагировать, когда сжимается грудь, когда все внутри обрывается. Это и есть внутренний момент. Это тот момент, когда ты настоящая, но ты научилась пропускать этот момент. Ты перепрыгиваешь от раны сразу к выздоровлению. Ты пропускаешь момент надлома, потому что где-то по пути ты усвоила, что рассыпаться на части – это неудобно для других, что реакция занимает слишком много места, что быть эмоциональной – это значит быть сложной. Так ты стала удобной, подругой, которая не доставляет хлопот, партнером, который никогда не пилит, сотрудником, который никогда не жалуется. Ты относишься к своим эмоциям как к незваным гостям. Вместо того, чтобы пригласить их войти, ты выпроваживаешь их через черный ход, пока никто не увидит. Ты думаешь, что это сила, ты думаешь, что это зрелость, но мне не кажется, что это сила. Мне кажется, ты просто сдерживаешь давление, и ты сдерживаешь его уже много лет. Проблема в том, что когда ты пропускаешь чувства, они никуда не исчезают. Им нужно куда-то деваться. Энергия не может быть уничтожена. Она может быть только сохранена. И ты хранишь все это. Ты хранишь гнев в сжатых челюстях. Ты хранишь печаль в своих плечах. Ты хранишь горе в той постоянной фоновой усталости, которую не лечит сон. Ты чувствуешь тяжесть не потому, что на тебе слишком много работы, а потому что ты несешь в себе 1000 невыплаканных слез. 1000 моментов, когда тебе нужно было закричать, но вместо этого ты прошептала: «Все хорошо». Мы живем в мире, который до ужаса боится беспорядка. Мы видим, как кто-то плачет в метро или кричит от горя, и мы отводим взгляд. Нам стыдно за них. Мы думаем: возьми себя в руки. Мы убедили себя, что внутренняя реакция – это слабость, что чувствовать глубоко – это значит быть хрупким. Но посмотри на природу, посмотри на небо. Когда давление нарастает, идет дождь. Разражается буря, гром сотрясает землю. Разве небо слабеет, потому что идет дождь? Или оно просто делает то, что необходимо, чтобы очистить воздух, чтобы вернуть жизнь почве? Ты не машина, ты не камень, ты экосистема. И когда ты отказываешься пролиться дождем, ты превращаешься в пустыню, все внутри тебя становится сухим, ломким, ты перестаешь чувствовать плохое, да, но ты перестаешь чувствовать и хорошее. Радость становится чем-то далеким, любовь становится теорией, а не ощущением. Потому что нельзя заморозить сердце выборочно. Если ты заглушаешь горе, ты заглушаешь и восторг. Я хочу задать тебе вопрос, и я хочу, чтобы ты ответила на него честно, только себе. Когда в последний раз ты позволяла себе быть разрушенной? Не грустной, не в стрессе, но функционирующей, разрушенной. Когда в последний раз ты лежала на полу и просто
позволяла волне накрыть тебя, не пытаясь выплыть, не пытаясь все исправить, не пытаясь превратить это в жизненный урок. Мы так боимся этой волны, мы думаем, что если позволим себе почувствовать боль, мы утонем. Мы думаем, что если начнем плакать, то никогда не остановимся. Но это ложь, которую шепчет твой страх. Эмоции — это не бездонная яма, это туннель. Тебе нужно просто войти в него до самого конца, чтобы выйти к свету с другой стороны. Когда ты останавливаешься на полпути, когда ты подавляешь это, ты запираешь себя в темноте, ты бросаешь саму себя. Представь, что к тебе приходит маленький ребенок и плачет. Представь, что он ободрал коленки. Разве ты скажешь ему: прекрати, будь эффективным, исправь это? Разве ты скажешь ему: не устраивай драму? Нет. Ты обнимаешь его, ты скажешь: я знаю, это больно, я здесь. Ты и есть тот ребенок. Каждый раз, когда ты проглатываешь чувства, ты поворачиваешься к ней спиной. Ты чувствуешь ее одну. Иметь реакцию — это не слабость. Это самое человечное, что ты можешь сделать. Это доказательство того, что ты жива. Это доказательство того, что ты открыта миру. Чувствовать боль — это значит, что ты что-то любила. Чувствовать гнев — это значит, что ты что-то отстаивала. Чувствовать страх — это значит, что ты что-то теряла. Это не недостатки, это текстура прожитой жизни. Поэтому, пожалуйста, перестань пропускать этот момент. Перестань спешить к решению. В следующий раз, когда что-то причинит тебе боль, просто остановись. Не поправляй лицо, не выдавливай улыбку, не предлагай прощения так сразу. Просто побудь в этой боли минуту. Пусть у тебя дрожат руки, пусть перехватывает горло, пусть придет вода. Тебе не обязательно тонуть в этом. Просто намочи щиколотки. Это будет страшно, это будет грязно. Будет казаться, что ты теряешь контроль. Но ты не теряешь контроль. Ты снова находишь себя. Ты оттаиваешь. Ты вспоминаешь, как быть мягкой. Миру не нужно больше спокойных людей. Ему не нужно больше стен. Ему нужна ты, настоящая. Ты та, которая чувствует все. Та, которая ломается, исцеляется и ломается снова. Мы относимся к своим сердцам как к музейным экспонатам. Не трогать, не разбивать. Но сердце — это не стекло, это мышца. Оно создано, чтобы рваться и восстанавливаться. Оно становится сильнее только когда работает, так что перестань сохранять экспонат. Разбей витрину, не бойся. Ломайся, исцеляйся, покрывайся шрамами. Шрам — это просто история, написанная на коже. А ты слишком долго была чистым листом.